Друзья, всем огромный привет! У нас продолжается подготовка к свадьбе. Сейчас ездил на пилораму, закупил там доски, 15 штук 6-метровые. Доска уже наполовину сухая. Из них мы будем делать столы и скамейки. Это на второй день, когда мы будем сидеть в саду, если нам, соответственно, позволит погода. Доски мы пилить не будем, столы и скамейки у нас будут 6-метровые. В дальнейшем, после свадьбы, мы эти столы и скамейки разберем, и вся доска у нас пойдет на строительство бани. Там она вся уйдет. Надо будет делать перегородку, отделять, например, парную от предбанника. И, в общем, работы там много, весь материал уйдет, и этого еще не хватит. Там у нас еще доски куплены. В общем, все уйдет в дело. У нас сегодня с Катей планировался поход в лес. Хотели управиться и ближе к обеду уже пойти. Но мы по итогу с бабой Галей еще заглянули к пчелам. Пчелы уже натаскали меда. Мы рамки с медом сняли, поставили им новые пустые. Надо будет качать мед. Поэтому поход в лес у нас отменился. А мясо я уже разморозил. Мы планировали в лесу пожарить мясо. Так что сейчас нужно мясо нарезать, замариновать и вечером его приготовим. Пожарим на садже с овощами. Сейчас много овощей, зелени. Так что что-нибудь вкусненькое приготовим. Я думаю, на садже будет самое то. Нарежем вот такими стейками, типа отбивных, что-то будет такое. Но мы их отбивать не будем, так что будут такие мини-стейки. Сейчас я их замариную и вечерком пожарим. Это у нас вырезка, уголки. Самое вкусное мясо. Здесь еще косточки вот такие. Хороший суповой набор. Так, ну вот у нас из 2 кусочков получилось 6 стейков. Так, здесь лишнее сало срезаем. Срезаем, но не все.
мясо очень мягкое, нежное. Каких-то сильных маринадов, что-то типа уксуса, лимонного сока, майонеза ему не нужно. Можно вот просто посыпать солью, перцем, перемешать и сразу же идти жарить. Ну, оно у нас постоит до вечера. Готовить только вечером будем. Так, посыпали перчиком. Паприка копченая. Добавляем ее, это вот наша одна из любимых приправ. Так, и здесь у нас идет таежная соль. Сразу же и посолим, и приправим. Тоже нам нравится она. Этих специй будет достаточно. Сильно тоже заправлять мясо не нужно, потому что там уже потом кроме вкуса специй ничего не остается. Самого вкуса мяса нет. Можно вообще просто посыпать солью. Это тоже очень вкусно. Вот так вот оставляем до вечера. Сейчас чем-нибудь прикроем. Все будет стоять. А вот эта вот темная субстанция по краям рамок, чем-то похожая на пластилин, называется прополис. Он является своего рода антисептиком. Баба Галя у нас на нем ставит настойку на спирту.
В этом году мы мед будем качать уже второй раз. После первого раза мы медогонку не мыли, просто накрыли ее чистой тканью. Сейчас эту ткань убираем. Готовим медогонку к рамкам. Убираем ее в сторону. И готовим первую рамку. Рамки у нас, как и в первый раз, запечатаны частично. Срезаем запечатку. И все. Запечатки немного, поэтому дело будет идти быстро. Распечатываем каждую ячейку, иначе в нераспечатанной ячейке обязательно останется мед. Нам его будет не выкачать. Так что смотрим внимательно и скрываем все ячейки. Первая рамка готова.
Первый раз раскручиваем не сильно, потому что на рамке идет очень большое давление, так как они еще с медом. Сейчас с одной стороны выкачаем, с одной стороны рамки развернем, также аккуратно покрутим, и потом можно будет раскручивать уже посильнее. Так, ну с одной стороны хватит. Останавливаем медогонку. Разворачиваем рамки. Все, и снова раскручиваем. В этот раз мед имеет такой зеленоватый оттенок. В прошлый раз мед был чисто желтого цвета, такого золотого.
Как и в прошлый раз, у нас получилось ведро меда и маленькая кастрюлька. Сейчас уже остатки сбегают в нее. В таком положении медогонку мы оставим до самого утра, потому что мед будет со стенок сбегать очень долго. А нужно его собрать весь. Как он только сбежит туда вот вниз к крану, мы медогонку еще раз наклоним посильнее. Мед выбежит, и все, можно будет ее снова закрывать тряпкой и до следующего качания меда. У нас в этом году в теплице завелся какой-то зверек. Скорее всего, это хомяк. Он ест помидоры. Посмотрите, какие зубы. Ест, кстати, он только красные, зеленые оставляет. И снизу помидор он уже попортил достаточно много. Сейчас мы к мясу приготовим очень простой и в то же время очень вкусный соус. Нам понадобится чеснок. 2 головки чеснока, его нарезаем. Вот так вот будет достаточно. Добавляем в ступку. Туда крошим черный перец. В моем случае это смесь перцев. Так, вот достаточно. И добавляем растительное масло немножечко. И все это измельчаем. Все это перемешиваем, толчем. Прям в такую кашу не надо делать, но чтобы было достаточно мелко все так вот измолото. Чтобы масло, чеснок и перец, они перемешались, стали единым. Ну, вот так вот будет достаточно. Сейчас давайте перевернем наше мясо.
Пока мясо у нас горячее, заправим его соусом нашим чесночным. Вот так вот слегка положили. Сверху укладываем кусочек. На него еще чесночка. Также еще один кусочек. Чесночок. Вот, соуса нам как раз хватило в аккурат. И сверху еще один кусочек. Все. Пусть стоит, настаивается, впитывает в себя весь вкус чеснока. Обжаренные томаты — это очень вкусно. Нарезали немножко свеженьких помидорок. И вот такие у нас будут сегодня обжаренные на садже. Красота. У нас получился такой томатный соус из помидор. Им тоже обольем мясо. Вяленые помидорки такие получились. Можно сказать, как кетчуп. Ну да. Так, ну что, давай первый кусочек на пробу. Снимай его. Пахнет очень аппетитно. Чеснок, он всегда для аппетита. Вот как раз что-нибудь там приправишь, даже просто корочку хлеба потрешь, уже аппетит совсем другой. Ну-ка, давай я тоже ножичек возьму, у тебя порежу. Ну что, как? Вердикт? Как получилось? Волшебно. По специям нормально? Угу. Так, ну, по прожарке получилось хорошо прям. В меру солено, в меру перца. И чесночок прямо как я люблю. Мяско мягонькое. Угу. Вкуснота.
Поход в лес у нас сегодня сорвался, но зато вкусным ужином мы себя обеспечили. Как и хотели, с костра. Также планировали на сковородочке пожарить мясо с помидорами. Вот пожарили только у нас в саду. Можно было бы завтра сходить, но на завтра уже обещают плохую погоду. Сейчас на ближайшие 2 дня все там дожди стоят. Но зато сегодня переделали кучу полезной работы. И от пчел не уйдешь так просто. Определенный промежуток времени летом. За ними надо смотреть каждый день, потому что они могут отроиться, улететь. Надо постоянно следить за ними. Сегодня вот тоже пошли. Баба Галя говорит, все, надо качать мед. Дала команду. Достали рамки, все, выкачали мед. Ну ничего, сходим в другой раз. Ну, зато сегодня вот у нас такой вкусный ужин. Вообще очень вкусно. Мне так понравились помидоры жареные. В следующий раз надо будет попробовать сделать кабачки оладушками. Там мука, яйцо, соль, все. И на терочке кабачок. Сейчас приближается сезон кабачков. Да. Будет много, надо будет готовить их. Но всегда вот кабачки подходят, когда все, их очень много. Прям готовишь, там Катя их всякое в муке там обваляет, с мясом нафарширует. Всякие разные. Сейчас вот, говорит, на садже пожарим. Мне больше Я всего только нравится за. кабачковый торт. Вот так вот делаешь блинчики, тоже натираешь на терке кабачок, обжариваешь, между слоями делаешь помидорку с майонезом. Все это горячим складываешь, подождешь, пока она немножечко остынет. Такая вкуснятина. И Мгм. обязательно чесночок. Да, мне тоже нравится это вообще. Ну, с кабачками, с ними поэкспериментировать тоже можно наготовить, как и с картошкой. Но они, конечно, надоедают быстрее, в отличие от той же картошки. Так что покажем какой-нибудь, Катя, значит, покажет рецепт с кабачками на садже. Что-нибудь пожарим. Кабачковые оладьи.